инструментов, который, может быть, помог бы ответить на эти потребности сегодняшние. Мы говорили о неформальном образовании, говорили о видах образования, какое есть, формальное, информальное и неформальное. Да? Мы сказали, что у нас не все так плохо. Мы вспомнили про идеал, который есть в Кодексе об образовании, идеал идеальной, извините за тавтологию, идеал идеальной школы. Но он очень красиво описан. Да, очень идеальный идеал. Какой-то недостижимый идеальный идеал, но, наверное, идеал таким и должен быть. И одна из вещей, которая вот у меня записана, вывод, к которому мы пришли, один из важных, это необходимость квалифицированных профессиональных работников. Помните, мы говорили, что все как бы не так страшно, но есть кризис профессиональных, посвященных работников. Недавно я спросил у моего сына, почему ты не хочешь ходить в школу? И он начал свой ответ с того: папа, откуда ты знаешь, что я не хочу ходить в школу? То есть я не спросил, хочешь ты или не хочешь, я спросил, почему ты не хочешь? И он сказал так, что мне бывает иногда скучно. Я говорю, а это чаще или реже? Он говорит, ну в последнее время это реже, чем чаще. Он заканчивает 1 класс сейчас. В школе, в которой говорят на языке, который для него иностранный. То есть это не его родной язык. Но меня радует, что к концу учебного года первоклашка не чувствует большого стресса и говорит, что я реже не хочу ходить в школу, чем хочу. Конечно, когда я начал вдаваться в подробности, зачем тебе это, что ты там делаешь, он говорит, мне интересно там, как он говорит, извините за сленг, с пацанами валяться на турниках. Ну, это, наверное, единственное, что ему интересно. Очень правильно, хорошо развивается ребенок. Я тоже так думаю, да. Поэтому мы нормально смотрим, когда он приходит, и у него вся белая рубашка зеленая. То есть ребенок развивается, в принципе, дети растут. В садике они играют, в школе что мы? Ждем от них сразу, чтобы они писали. Так вот, когда мы говорим о специалистах, мы понимаем, что должен быть процесс подготовки. И вот, наверное, задача, которая есть у нас сегодня с вами, не просто критиковать систему образования, а используя весь наш с вами потенциал и опыт, мы хотим прийти к каким-то конкретным рекомендациям, которые помогут в учебных заведениях что-то поменять. Смотрите на сегодняшнюю встречу с позиции не так, что есть Милан и я, как два эксперта, которые придут и что-то будут говорить, или да, мы что-то будем точно говорить, и, наверное, что-то важное мы сегодня скажем. Но смотрите это как на то, что мы хотим вместе о чем-то сказать, о чем-то важном. Потому что у каждого из вас есть что-то, что вы хотите изменить. В ваших школах, в тех местах, где вы работаете, с теми детьми, с которыми вы видитесь, на которых вы влияете. Поэтому мы ожидаем от сегодняшней встречи такого конструктивного диалога. Принимаются любые рекомендации, которые кажутся нам полезными или кажутся нам не полезными. Кто знает всех присутствующих? Здесь вот, всех присутствующих. Катя. Мне кажется, что Катя тоже не знает всех. Она успела почти всех записать. Нет здесь того человека, кто знает всех. Дмитрий, ты знаешь всех присутствующих? Практически, да, но все равно не всех. То есть мы не знаем друг друга. Девочки красивее. Я предлагаю так. Я предлагаю использовать время для того, чтобы просто сказать, что меня зовут вот так, и я там работаю, и я вот... А я не рассказал о себе, да? Хорошо. Как представляться? Да, меня зовут Родион, я женат, у меня одна жена, которую я очень сильно люблю, и 2 ребенка. Я преподаю в университете, кроме этого уже 15 лет мы с женой занимаемся общественной деятельностью, и в этой деятельности являюсь директором Урбан-центра «Комрад», который занимается неформальными методиками преподавания и обучения детей и молодежи. И мне нравится, что мы сегодня с вами здесь. Поэтому вот в 2 словах о себе. Доброе утро, уважаемые коллеги. Елена Нина, Центр «Проект» в Комрате, координатор молодежных программ. Спасибо. Добрый день, меня зовут Нина Екатерина, я практикант Европейского центра «Проект» в Комрате. Доброе утро, меня зовут Элеонора, я психолог лицея Медведя Корчака.
Анна Русу, управление образования, заместитель Здравствуйте, меня зовут Марина, директор гимназии Modernization Златевского. Добрый день. Меня зовут Георгий Христофорович, я директор Ильцевского лицея. Мирона Строна, офис народного адвоката. Анна Нягла, преподаватель Камбратского государственного университета. Мария Танасович, директор Камбратского колледжа. Тема, которая сегодня и до этого была в рамках заседания этой группы, очень интересна с точки зрения нашей непосредственной профессиональной деятельности. Я очень рада, что сегодня смогу услышать то, что, возможно, будет применяться у нас в колледже для того, чтобы готовить профессионалов педагогической деятельности. Светлана Лебушка, правильно информационное бюро парламента, Константинова в Камбраде. Меня зовут Капукларина, я социальный педагог тренер в Modernization. Доброе утро, Сергей Якименко. Я тоже социальный педагог в Modernization. Даже Ольга, ничего нового не скажу. Социальный педагог в Modernization. Светлана Романова, преподаватель КГУ и колледжа имени Чехира. Последние 2 года также сотрудничаю в колледже с Шеффилдским центром. Это не первое участие в подобного рода заседаниях такого рода. Работа позволяет расти себе профессионально и приобретать новый опыт, новых друзей, новых коллег и как-то быть сопричастным к изменениям общества. Доцент Ольга Кошева, преподаватель. Меня зовут Алексеевна, и сегодня буду помогать с переводом. На заднем плане. Евгения Люленова, Главное управление культуры и туризма Гагаузии. Доброе утро, меня зовут Сергей, я представляю организацию «Сессия». Здравствуйте, меня зовут Крыжовый Иван, 28 лет, я не женат. Даже не знаю, в общем, участник проекта GaMCon, потом кинетотерапевт ресурсно-инклюзивного центра в городе Чадрунга, 8 садика, да. Ну, по совместительству учредитель организации МПО «Сессия». Гагаузия Екатерина, координатор рабочей группы. Браво! Две слова выучил. Есть еще? Да. Но его не озвучить. Лучше не озвучить. Очень полезно тоже. Я со мной года и менеджер проекта «Группа», тоже преподаватель экономического университета в Словакии и тоже работаю в общественной организации Словацкой ассоциации внешней политики. И очень рад быть здесь сегодня с вами. Спасибо. Well, my name is Milan Chinchel, as you saw, Milan, and I'm also married. I have also one wife. We have 3 daughters, 3 daughters and 8 grandchildren. You know, we have an oldest one. My oldest daughter is 50, the youngest one is 40. And the oldest grandson is 21, and the youngest grandson is 9. And the last, I've been always working in a kind of the management, both in university and in a private company. And the last, Я тоже жена, у меня тоже одна жена, которую я очень люблю. У меня 3 дочери и 8 внуков. Моей старшей дочери 50, младшей 40. Моему старшему внуку 21 и младшему 9. И я всегда работал в области, связанной с менеджментом, как в университете, так и с частным бизнесом. And well, in the last 29 years since change, I'm working with a high school, especially C.H. Lewis High School. I'm going to share today about it. И последние 29 лет я работаю с старшей школой
CSUs, и я сегодня рассказать о своем опыте работы с этой школой. And I'm also very glad to be here with you. И я очень рада быть сегодня с вами здесь. Спасибо. Милан еще не выучил 2 слова на гагалузском, поэтому мне кажется, скоро они с Сэмом будут на гагалузском говорить. С такой частотой приезжая в Камрад. Спасибо вам большое на самом деле. Ну что, я предлагаю, чтобы мы начали нашу работу с того, чтобы Милан рассказал про тот опыт, который есть у них. И у меня к вам просьба, чувствуйте себя свободно к тому, чтобы задать вопросы, которые у вас возникают. Вы можете их записать, если хотите, если не хотите перебивать сразу, либо можете сразу задавать. Но задавайте вплоть до таких простых элементарных вещей, как они это сделали у себя в Словакии. Потому что опыт, который есть у них, он колоссален и очень интересен нам сегодня. И после этого мы будем с вами работать над 2 вопросами, на которые нам нужно будет ответить. Пожалуйста. So, let me start to say that actually I'm going to have 2 presentations. Давайте начать с того, что я скажу, что у меня будет сегодня 2 презентации. One presentation is about how we work with individual students. Первая будет о том, как мы работаем с индивидуальными студентами. What kind of instrumentation we use to deal with the students. Какие именно инструменты и способы мы используем для работы. And the second one is that how that kind of non-formal education methodology could be implemented within the formal education system. Второе – это как методология подобных неформального образования может быть внедрена в работу со студентами. So let me start with the video first. Позвольте мне начать сначала с видео. Well, you can well, this is the already gone. Tak teším sa z Lozorna, teším sa z tohto pocitu. Je tu strašne veľa dobrej energie a také nepravdepodobné stretnutia. Sú tu umelci z Bratislavy, deti z ulice spolu malujú, miestna správa z Lozorna sa dala dokopy našou školou s individuálnym gymnáziom a chceme tu postaviť doučovacie stredisko, ktoré sme nazvali EduBox. Well, let me first say a few comments to that video. First, you know, it's this particular video is about EduBox. It's a one container where the Roma kids can come, and students from the C.H. Lewis School give them some lessons, teaching, working on homeworks. And the whole project was actually initiated by the parents of the school, and they also financially supported. То есть я буду комментировать данное видео, чтобы вам было удобнее. И это видео о так называемой образовательной коробке. Оно представляет из себя контейнер крупный, который был в принципе создан для детей ромской национальности. И это позволяет студентам CS School, Lewis School, этой школы, помогать и давать какие-то уроки детям русской национальности. Этот проект был поддержан, инициирован и финансирован родителями учеников Lewis, школы Lewis. And well, I started from the beginning again. It's and hopefully, well, it doesn't. Yeah, and the person, this is actually headmaster of the school. Director. Strašne veľa dobrej energie a také nepravdepodobné stretnutia. Sú tu umelci z Bratislavy, deti z ulice spolu malujú, miestna správa z Lozorna sa dala dokopy našou školou s individuálnym gymnáziom a chceme tu postaviť doučovacie stredisko, ktoré sme nazvali
different kind of the parents. There were some artists, some financial people who were just helping the project. Конечно, очень разные родители. Кто-то помогал As a финансово, student. кто-то помогал рисовать что-то наподобие. It's a Roman girl. Эта девушка, она русской национальности. Prišla, lebo som si uvedomila, že to je pravec a ráda by som podporila tým, že rada kreslím a viem, že proste ideme malovať ten bod, tak som chcela to podporiť a aj som si všimla, že to je oveľa viac ľudí, čo som čakala a všetci si proste kreslia, pomáhajú, zbierali sme odpadky, stávali. А с того, что я пришла сегодня сюда, чтобы поддержать такую хорошую идею, потому что каждый делает то, что он может. Кто-то помогает собирать мусор, кто-то рисует, кто-то что-то смотрит. Хорошо, потому что мне нравится рисовать, а хочет поддержать. Девушка рассказала о том, что она тоже хочет помочь, потому что это что-то, чего я никогда раньше не видела, хочет поучаствовать. Мне даже рассказывала, что она может дождаться, когда они начнут что-то делать, потому что ей интересно, и никогда не было подобного опыта. Здесь дети разных возрастов, в том числе очень маленькие, и появилась возможность учиться все больше и больше. Well, that was a leading project, and that lady was just representing the Roma community in that small city. То есть мужчина, он один из представителей проекта, а женщина, она представитель ромского сообщества. V budúcnosti budú napredovať a dosiahnuť viac ako my. Well, let me go back to my presentation. Хотел еще одно сказать по поводу этого видео. Дело в том, что Мила несколько раз сказал, что там выступают дети ромской национальности. Контекст такой, в принципе, что у нас в стране есть проблема большая с ромской коммунитой. И тогда, в принципе, еще особенно, еще более удивительно то, что эти дети в школе Сиэзвуйса работают не как бы между собой в своей коммунике, в своем обществе, мы просто как бы вышли вне эту ромскую коммуниту, это ромское общество и помогают еще им. Понимаете, это как бы, чтобы вы лучше поняли этот контекст, что еще больше, еще труднее, и так, они просто... Now I want to mention several different activities. The video you saw is just one. Я бы хотела назвать некоторые другие действия, которые проходили, потому что это видео это лишь одна часть. Well, it's these extracurricular or non-formal education activities. Is a list of those. Это внешкольные занятия, которые относятся к неформальному образованию. Здесь есть список. In this table, you have only those which we call the group dynamic meetings. Здесь в этой таблице вы можете увидеть лишь те из них, которые мы называем групповой динамикой. It's a team building at the beginning. It's actually each class has a team building at least twice a year, maybe even more. At the beginning, at the academic year, at the end of the academic year, they have at least. But in meantime as well, perhaps one or two. Каждый класс в течение года имеет как минимум две подобные встречи, направленные на сплочение коллектива. Одна в начале года, другая в конце, и обычно еще и в середине учебного года они тоже имеют подобные встречи. Big, it's every Friday at 10 o'clock. Somebody from the community, from the city comes in, kind of the role model for students comes in and share with the students for
1 hour. Week — это действие, которое состоит в том, что каждую пятницу в 10 часов в школу приезжает человек из города, человек, который можно назвать своеобразной моделью для подражания. И он в течение часа рассказывает о своем опыте. Volunteer, it's a charity work. One the video talks about, for example. Это все происходит на волонтерской добровольной основе, то есть бесплатно. School has its own coffee place, coffee bar. У школы есть своя кофейня, свой кафе, Run by students. которые полностью занимаются студентами. And that way they are learning some kind of the entrepreneurship principles. Благодаря этому они получают определенные навыки в предпринимательстве. Well, language building. Alumni of the school, which school already exists 12 years. So alumni is a 5 years program, and so we have quite a few alumni already. And they are coming back at school having language program. Many of them studying in England or wherever. То есть выпускники школы существует уже 12 лет, и у нее, естественно, собралось довольно большое количество выпускников, и многие из них возвращаются, чтобы вести занятия по иностранным языкам, потому что многие из них после этой школы обучались в иностранных вузах, колледжах, в том числе в Англии. Well, service learning is just visiting, for example, orphanages or street kids' homes, and they're working with the street kid there, or different kind of the events. So that's a group meetings of for students. И следующие два действия. Первое — это оно направлено на то, что студенты и школьники посещают приюты или детей, которые по какой-то причине живут вне своего дома и работают с ними. И последнее — это было просто мероприятие совместное, в которых они участвуют все вместе со своим классом. Well, on this table you have activities which are actually only personal, one-to-one meeting. И последнее, на этой таблице вы видите мероприятия, которые индивидуальны, которые направлены где... Well, except the first one, because it's a regular subject of the class, it's a regular class, but the class are small, it's only 15, 16, maximum 17 people. За исключением первого, потому что первым это отдельное занятие для целого класса, но классы в таких случаях всегда маленькие, от 15 до 17 максимум человек. Monastery, it's interesting, monastery is, everybody is digital dependent. Следующее действие, это связано с монастырями, это очень интересно, потому что сегодня все очень зависимы от техники. But the monastery camp is that they go out for 4 days. Но подобный лагерь представляется то, что вот эти школьники, они выезжают на 4 дня. And everybody has to give away his telephone. И они должны отложить, отдать свои телефоны. And they have to stay without connecting with the outside world for 4 days. И им приходится целых 4 дня Can you imagine? без связи. A few of them, they are almost dying. Некоторые из них практически умирают без этого. And the camp is using also to reflect their own story. И подобные лагеря также используют для того, чтобы рассказать их собственные истории. Where they come from, what the family they come from, Откуда они приходят, из какой семьи они, what they learn from, что они изучали, and what they learn about themselves, что они могут узнать о and so самих on and себе so on. и так далее. Then the Friday clubs, every Friday afternoon, after the day, let's say at 5 o'clock, they have a clubs. We have several clubs, like 6 different clubs. Almost the academic year has its own club. И каждую пятницу после 5 часов есть так называемые пятничные клубы, то есть мероприятия, где они могут собираться. Они есть практически каждую неделю, довольно большое количество в этой школе. But the most important is the counseling and tutoring. Но самое важное — это консультации и обучение. Well, if the student has a problem with the family or with himself or whatever, with the drugs even, or he gets some counseling. Если у школьника, у ребенка возникают проблемы в семье, или он не может что-то понять самому себе, у него какие-то серьезные проблемы, например, связанные с наркотиками, он может прийти и получить консультацию.
And it could be also the professional counseling to help him to find out what is his gifted for. И это может быть в том числе даже профессиональная консультация, чтобы он понял, к чему его предрасположенность, какой-то дар, талант. And the tutoring is actually space where the tutor has a chance to talk with the individual person, and after it's almost every second week, every 2 weeks, has a meeting, and after 2 months, he talks about himself, how he is thinking, what kind of struggling he goes through, and help him, just as a person, not on his studies, but as a person. И тьюторинг — это больше воспитание. Это встречи, которые проводятся каждые 2 недели между воспитателем и вот этим учеником, во время которых они разговаривают о проблемах, с которыми сталкивается этот школьник, о том, что ему необходимо, как преодолеть какие-то сложности. Школьник может рассказать о себе, о своих проблемах или о том, что ему интересно. Well, here is how those 3 things, formal, non-formal, informal, are related to one another. Curriculum-driven is a formal education. You have the curriculum and you have to go through. Then it's student-driven, non-formal education, and the formal-driven. What the students get, you can read it there, what the students get from each one. То есть здесь вы видите 3 колонки. Первое — это формальное образование, второе — это неформальное, третье — информальное. В первом говорится о том, что ученик должен получить согласно куррикулуму. Второе — это то, что действительно необходимо студенту или школьнику. И третье — это больше связано с какими-то личными отношениями, с личными проблемами, сложностями какими-то, которые есть у школьника. Well, and now most important instrument in the education, and especially in shaping character of the student, is the teacher himself. И, конечно, самое важное, то, что больше всего влияет на обучение школьника, на его развитие, это, конечно, сам учитель. And he needs to have this kind of the competencies. И, естественно, у него должны быть определенные компетенции. He needs to know how to listen, how to inspire, how to dream together with, how to go with the student and coaching him. И, конечно, он должен уметь правильно слушать, он должен уметь вдохновлять, мечтать вместе со своим учеником, он должен уметь работать над какими-то путешествиями совместными, и, конечно, он должен уметь преподавать. Well, here is tutoring. It's all these lists you have. One is a tutoring, which we consider as the most important, shaping the character of the person. Tutoring is one of the most important instruments. И воспитание — это один из самых важных инструментов, который помогает создать саму личность, воспитать ученика. And that's a process which you see. It's establishing focus, promoting discovery about himself, then determine an action. Students do something to deal with his problem, and remove barriers. You are helping him to get over barriers, and reflection, and start again. И этот список — это то, что каким образом происходит подобный процесс, то есть устанавливается какая-то цель, учитель помогает ученику как-то раскрываться, узнавать что-то новое о себе, они что-то делают для работы над собой, стараются преодолеть какие-то личные барьеры ученика, а затем они думают об этом и переходят к следующему шагу, а затем повторяют все это. And this is the last slide, and I'm open for your questions right now. It's expected outcome. What we expect, all this process we will get, Это последний слайд, после которого вы сможете задать мне вопросы. Здесь указаны результаты, которые мы ожидаем получить после всего этого. You see, it's not only to improve the study results, but just change his behavior, but really lay foundation that the students in the future will be able to make a right decision, the decisions with which he will be happy with. He will experience happy life, good life. He will be content with the life. И эти ожидания, ожидается не только то, что ученик улучшит свои какие-то учебные, академические результаты, не только изменить свое поведение и сделать жизнь учителя легче,
но и то, что он научится принимать решения, которые позволят ему быть счастливым в этой жизни. But not only that, but he will fit into the community as well. И не только это, но и то, что он сможет соответствовать сообществу, в котором он живет. So it's over. I expect your questions now. И сейчас я слушаю ваши вопросы. Вы знаете, у меня сразу вот автоматически возник вопрос. Кто определяет ожидания этого сообщества? Каким образом этот молодой человек точно узнает, что он будет соответствовать интересам сообщества? Well, could you help me with it? Yes, just how the student will understand what he fits in this community, this society. Who determine his expectations? Yeah. Well, we don't know. He has to make a decision. We are not really. That's actually working with himself. You know, that's what he's. For example, somebody is skilled to draw the pictures. Another one for mathematics. So it's those identify those personal talents. That's a role of the coach or mentor or tutor or counselor. То есть они не определяют конкретно вот это. Они помогают ученику понять, к чему у него есть талант. Может, кто-то хорошо рисует, или у кого-то талант в математике. И их задача, как воспитателей, как консультантов, именно помочь ученику найти себя. And and many times it's actually, most of the time, it's not to identify talents, but identify what he is not good at. И зачастую это даже не помощь в определении того, к чему у него есть талант, а определении того, к чему у него нет таланта. And just encourage him that even if he's not good at, he can really have a contribution to the community anyway. И объяснить ученику, что даже если у него нет таланта к чему-то, он все равно может оказать или сделать какой-то вклад в свое сообщество. Well, for example, my grandson, 21 years old, he just came back from Denmark, where he was studying management. He finding out that's not his job. Мой внук, которому 21 год, он только вернулся из Дании, где он изучал менеджмент, и где он понял, что это абсолютно не его работа. And he started to work as a mechanic in the car shop. И он начал работать как механик в магазине машин. But most of the greatest interest he has, beyond the girls, is a saxophone. Самый большой интерес, конечно, кроме интереса к девушкам, это саксофон. Well, okay, you know, so it's just helping him to be a man, you know, even if he is not good in Excel. И самое важное это то, что он хорош как человек, даже если он плохо разбирается в Excel или в других программах. Я спрошу. Мне стало интересно, насколько вам сложно, либо насколько вам легко привлекать маргинальные слои общества к волонтерству? Чем вы их мотивируете? Потому что по своему опыту я знаю, что это довольно-таки трудно. Yeah, he's interested, is it difficult or not to involve marginalized layers of society into volunteer work? Because he knows from his own experience this could be pretty difficult. Yeah, that's correct. You know, we have a special program, scholarship for to finance. It's a private school, actually, church-sponsored private school. So we have a special scholarship for the people from the marginalized group who can study. We have 10 scholarships every year. То есть это частная школа, она спонсируется вообще церковью. И у этой школы есть ежегодно 10 стипендий, которые позволяют оплатить для подобных людей обучение в этих школах. And we work together with the Roma community leaders, and they say that's a potential to study on your school, and these